Доброе утро, друзья. Спал сегодня здесь, неподалеку от трассы. Проехал я чуть меньше половины до Хабаровска. Около 800 километров, наверное, я проехал от Читы. Ехать еще 1200, по-моему. Надеюсь, сегодня проехать как можно больше. Ужасно хочется помыться. Я уже весь липкий, весь грязный. Некомфортно путешествовать, будучи таким грязным. Однако спится очень хорошо, тепло. Несмотря на то, что местные причитают о том, что на Дальнем Востоке сейчас уже, можно сказать, наступает осень. Хотя сейчас только июль, чтобы вы понимали. Уже холодает, а я сплю в трусах, без футболки, сплю. И таких дней можно пересчитать по пальцам, когда я сплю вот так вот практически голый. Потому что до этого всегда было очень холодно, и несмотря на то, что уже лето, середина лета и так далее. Ладно, пойду собираться. Впереди долгий путь. Рано расслабляться. Здрасте. Я в сторону Хабаровска еду. Подбросите сколько-нибудь? А? Неподалеку, да, здесь? Ну ладно. Это лучше, чем ничего. Сейчас. Че, автостоп заебись? Да, не то слово. Что-то голодный, холодный. Да так. Не холодный точно. Понятно. Жарко сейчас. Кофе, чай будешь? Я бы не отказался. Ну, хули молчишь? Да неудобно как-то. Только сел вроде. Люди. Фу. Даже не знаю, что лучше, когда холодно или когда жарко. Все зависит от обстановки. Давай, я тебе кофе сделаю. Спасибо. Так, знаешь что? Да? Открывай дверь. Да, это верно. Смотри. Ты свою сумку можешь сюда бросить. Немного весомая. Пока я чайник ставлю, пакетом выкинь, пожалуйста. Вот так вот, ребята. Только-только вышел на трассу, тут же водитель такой попался хороший. Сейчас меня кофе угостит. Да будет завтрак. Да ладно, с утра пораньше гулять. Армянский хит какой-то. Вы армянин? А чего вы ищете? Сладости где-то должно быть. Да ладно. Ну а что ты там снимаешь для ютуба? Хуй его знает. Как еду? Дорогу, так сказать. Как зовут? Армен. Армен? Дима? Что я мог подумать? Петручу. А где она? Тот чекист. Наша Москва. Долго уже едешь? Ну, в смысле, по времени. Я ехал сначала в эту хуйню. Северобайкальск, Северодвойск. Потом
дай бог, таксимо, потом обратно, до Иркутска. Еду в Магадан. У меня круг получается 20 тысяч. М-м, немало. Вот эти, блядь, гопники, нахуй, 100 километров едут, думают, что они, блядь, что-то сделали в этой жизни. А вот так, отсторонись, едем, блядь, ебать тебе. Вся твоя машина вместе с грузом не вешает столько, сколько я уже груз везу, блядь. Я еду сейчас за 58 тонн. Нифига себе. Надо бульдозер в Камацу везти. Ого, 8 тысяч километров обратно. офигеть. Вот туда грузи, блядь, 30 тонн, блядь, сдохнет нахуй. Я 58, плюс 20 колес, еще тонна. Уху. 50 тонн. Сейчас хочешь для принципа, пойду скажу, дай одну гайку. Любую гайку на болт. У М-м. меня нет. Хотя если там ковыряться, блядь, 20 гаек можно. М-м. А вот ко мне подойдут, я открою ящик, скажу, какой нужен, блядь. М-м. Тут они разные люди, Ну да, знаю. которые уже по 20 лет, блядь, реально вот по этим дорогам, вот они, блядь, все сделают. Они даже остановятся, тебе помогут, блядь, колесо бортировать, поставить, вот, как и я, например. Мгм. Вижу, что, блядь, человек ебется, раз остановился. И спросил, бля, аварийка стоит по рации. Помочь надо? Нет, спасибо. Все, я поехал. Вечная юная любовь. Каждый вечер я зову тебя. Без надежды мне прожить нельзя. На любовь закрыта моя воля. Я знаю, будет больно, и кровоточит рана, но больше невозможно нам жить в плену обмана, и лучше так, чем снова. Опа. Спасибо, Армен, большое тебе. Счастливой дороги.
Жалко, немножко нам не по пути. Армен едет до Магадана. Фу, мне дальше в Хабаровск надо. Ну, конечно, хорошее, конечно, предложение доехать до Магадана. Говорят, там вообще тоже неописуемо. Но я все-таки решился, что вот надо все-таки закончить маршрут, уже доехать до Владивостока. Жесть, у меня ни воды, ни еды нету. Дальнобой остановился. Здравствуйте. По сторону Хабаровска. Можете сколько-нибудь подбросить? Спасибо. Как зовут вас? Анатолий. Дима. Очень приятно познакомиться. Спасибо, что остановились. У меня так получилось, что вообще еда закончилась и вода сейчас. Вот там бутылка воды, а еды нету. Ну ничего, можно купить где-нибудь. И давно ты путешествуешь? Уже 2 месяца. А сюда первый раз? Да, я всю жизнь мечтал на Дальний Восток съездить. Не поверишь, я тоже. Тоже первый раз. Серьезно? Блядь, 37 лет рулю, а вот дальше Северобайкальска не был. А тут вот рейс выпал. Вот пенсию. Поехал. Надо же как. Это вообще небо и земля, блядь. Я был счастлив, блядь. Я ехал уже, блядь, по трассе на КамАЗе, ты чё там, блядь. У меня спальник, у меня там кабина. Ну, на КамАЗе зато приходилось, если я на Зилу ездил, блядь, то на КамАЗе приходилось дороги и движки менять, блядь, перебирать, блядь, и мосты перебирать, что такое делать. Ну, он, в принципе-то ремонтно-пригодный. Дороги только запчасти купили. Вот возили с собой. Все, вплоть до поршневой, блядь. И вкладыши возили с собой, и кольца, блядь, и поршня, и цилиндры, блядь. Да вы знаете, я бы, если честно, с удовольствием бы сейчас на Зиле проехался. Вот серьезно. Хотя я понимаю, да, что это некомфортно совсем вообще, но я бы с удовольствием проехался. Вот серьезно. Просто люблю вот старые вот эти советские. Сказать, что это некомфортно, это так. Все равно, что ничего не сказать. Да. Там жарко у них сейчас, наверное, градусов 50, да, наверное. А там караул. Мне очень повезло. Остановился водитель дальнобой. Прямо до Хабаровска поедем. Круто. О, Я один раз видел, с Москвы шел, блядь, не помню, где, под Владимиром на какой-то стоянке остановился. Шла машина с Германии, транзитные немецкие номера, блядь, микроавтобус. И туда они умудрились засунуть легковушку. А там вот буквально вот такое расстояние. То есть 2 человека в этой легковушке сидят, они вылезти не могут. Вот в форточку, чтобы им что-то подать, вот такое расстояние. А я еще утром проснулся на стоянке, стою, стоит этот микроавтобус, вот так вот боком. Двери у него подвязаны, нос торчит машины, блядь. И смотрю, они что-то туда подают, оттуда что-то, блядь. Что за хуйня? Чай попил, все, выезжать начал, смотрю, еба, там 2 сидят, там, нихуя себе. Вот. Ну, какие-то не русские, узбеки или киргизы, я думаю, нихуя
ребята вам сколько ехали, что там, они вас кормят, блядь, сырье за вами выносят постоянно. Вот эти вот на легковых, они меня вырубают. Но ты вот там для вас отгородили специально тумбу эту бетонную поставили. Заедьте за нее, тут грузовые, блядь, разворачиваются. Нет, он будет тут, вот встанет. Этот вообще посредине бросил. Ну, они, видимо, не знают. Недальновидные такие люди. А вот такая канитель у них присутствует, блядь. А мне похуй, я поставил, а вы там как хотите. Ага. Что, вам места мало? Я одному подошел, так замечание сделал. Тебе что, места мало? Я говорю, да нет, мне хватает места. Ну нахер ты мне дополнительные трудности создал? Тебе самому трудно, что ли, вот туда встать? Так, что тут у меня осталось? О. Фух. Да, мне тоже. Ну, хорошо. Блин, такая речка красивая была. Потихоньку падает температура. Ага. Наконец-то. Все равно какая-то сырость, да, влажность. Влажность, да. Душно. Вчера ливень пополоскал меня, блядь. Ты где вчера ливень был? Я не застал вообще никакого ливня. Не застал? Нигде? Нет. А ты где вчера весь день? Ехал. Никак ты его не застал. Не было ливня вообще. Ну там был дождь, но такого какого-то сильного ливня не было. Да я в одном месте прям вот останавливался, нахуй, потому что вообще ничего не видать. Дворники вот так мотыляются, ничего не видно, блядь. Не знаю. Вот если бы не отбойники, да, даже не видно асфальта. А я, блядь, вот прям скорость, я не знаю, там до 30 километров. Все, ну, уже вот осталось только остановиться. Ну вот сейчас в какую-нибудь яму влетишь, блядь, без колеса останешься. Не, ну там был дождь, но не сильный такой прям. А тут на Дальнем Востоке я заметил, тут погода везде разная. То есть здесь солнце, там сейчас дождь может идти, например, или Я затем. ты выехал. Нормальная погода. А, позавчера, подъезжая к Чите, до Читы, наверное, осталось километров 100, 150. Вот прям вот так вот черная полоса. Уехали еще мужик впереди. И он мне порадовал. Мы с ним хорошо вместе, с одной скоростью идем. И везде как-то получалось, что вместе.
Он кричит: нихуя, братуха, смотри, там черно все. Я прям смотрю, там темнота, вот прям реально, прям полосой. И мы вот ехали, да, как стена, получается. Вот здесь вот день, и вот ты въезжаешь, как будто сразу вот чих вечер. Прям вот сумерки такие. И вот мы ехали, и уже почти на выезде с этой черной тучи, как ремняк отдал, блядь, такой. Прямо как из ведра льет. Все, мы проехали это, я остановился, ночью маленько побрызгал. Вчера я утром встал, поехал, Читу прошел, и вот где-то километров, наверное, 100 от Читы. Опять это сильный дождь такой, ну не как, не просто сильный дождь, полоса какая-то была. Ну не знаю, там может с полчаса я по этому дождю ехал. Все, он закончится. Потом то брызнет, то не брызнет, то брызнет, то не брызнет, вот такая тучка. И потом уже стемнело, да, уже вечер, уже темнеть начало. И я попадаю прям в такой ливень, блядь. Вот прям реально вообще ничего не видать, ни фар не видно, вот отбойники только видно, мало там. Все, асфальта вообще не видно, хуй знать, то ли ты по асфальту едешь, то ли он кончился. А там все дорога, местами ремонт, и асфальт снят. Ну, сейчас как попадешь в какой-нибудь кочку. Я вот пилил, наверное, километров 30 сейчас. И уже где-то в 11 часов я заехал на стоянку и стал спать. Ой, нихуя, мы что-то развернулись вообще на юг. To phase one with woolen mallets and the bass drums. Early hours in the drive-thru, playing early diving night show. We found ourselves in stage 3, observing murals dotting Lake Street. With every story comes a stalemate. When you've been living in a failed state, the night gets cold, but there's smoke in the clouds. I'm having trouble sleeping and it's stressing me out. The words may fall short of something profound, but every time I'm with you, I'm just glad you're around. Out is out. Laid out in programmatic sets of 3. We keep the time and music sets the scene. What's after the dream? My point of reference is the northern sky. Sometimes the synthesizer makes me cry. We'll dance for a while. Фух, ребята, долгая дорога. Еще, по-моему, 600 с лишним километров ехать до Хабаровска.
Смотрите, красивые места такие начались. Такой закат балдежный. Хотелось бы уже завтра доехать до Хабаровска. Очень бы хотелось. Водитель уезжает без меня, короче. Я тачку решил перегнать немножко вперед. Кукурузник летит. Господи, что это? Дерево обрабатывающее, блядь, станки. Я тоже эти кафушки держат, блядь. Но вы как-то следите за этими отхожими. Да, да. Но если не запускать, если там, блядь, ну кто-то там бывает, что, блядь, там. Есть тоже люди, ебать, вы, ну вот она дырка, нет, он, сука, рядом сядет с дыркой. Да ёб твою мать, да что ты, блядь. Или ребятишки, что боятся провалиться, или что, хуй ее знает. Поссать тоже. Ну поссать ты уже, блядь, за угол зайди, нахуй ты туда прешься, там, блядь, все засрано, ты еще туда прешься, поссать, блядь. Это какие-то не русские, блядь. Не то немцы, не то хуй знает. Французы, блядь, остановились где-то на трассе. И туалет такой, типа, засранный весь, блядь. И один идет, что-то там по-своему пиздит, за нос держится этому, говорит, типа, не ходи туда. No. Пошел посмотреть. А я остановился, до туалета дошел, смотрю, обратно идет, вот так вот оно. Я говорю, этого, блядь, не в тапки срать надо, на тапки. Блин, я уже, наверное, так воняю, что возле меня уже мухи летают что-то. Потом. Не знаю. Может, хоть сегодня стоянка с душем, я тоже в душ хочу помыться, блядь, тоже помыться. Да, было бы офигенно. Там впереди где-нибудь стоянки есть, не в курсе. Поведенский, я знаю, будет с правой стороны до заправки, возле капушки там. Либо до этого, до Новобурейска ехать, с левой стороны там будет стоянка, не доезжая моста. No файл, блядь. Как бы, блядь, что за хуйня? Почему улица, ёбана в рот? Мне показывают там столбик вот такой вот, железный, блядь. Чуть тоньше моей ноги, нахуй. И он этот, значок такой маленький на нем, сигаретка перечеркнута. Он говорит, вот, перрон, no файл. Я да ёбана в рот.
А он говорит, пан, штраф 10 злотых. Я говорю, да ну нахуй. Он говорит, пан, штраф 20 злотых. Я говорю, да ты не охуел. Он говорит, пан, штраф 30 злотых. Игорь меня толкает, говорит, Толян, завязывай, ты что сейчас, говорит, за каждое слово на счет почервонца накидывай. Короче, 30-ку ему заплатили, блядь. Я ну нихуя себе у них тут. Ко мне бы подошел нам в Казахстане, блядь, на перроне какой-нибудь место, какой-нибудь штраф, и сказал, нахуй, послал его и пошел туда. Когда с Германии в Польшу уехали, блядь, ну и с этим поляком там зацепились, блядь. Говорю, за грудки друг друга схватили, растащили нас. И сам виноват. Он со мной с хуя нахуй разговаривает. Я ему начал, блядь, тем же самым отвечать. Его это возмутило, что это я с ним, блядь. Что это я его курва, это сука обзываю. Я говорю, нихуя ты со мной, блядь, так же разговариваешь, курва, сука, блядь. И все мат на мате, нахуй, все по-русски, блядь. И вот мы только выехали и едем здесь по Польше, блядь. Только вот с терминала выехали. И я охуел, вдоль дороги девки стоят, блядь. Я Игорю говорю, а что это они, блядь, что это? Он говорит, это что, Толян, это проститутки. Я говорю, да ладно, какие нахуй, вроде нормальные девки стоят. Он говорит, ну дверь приоткрой, говорит, нахуй, прокатись потихоньку. Я скорость сбавляю, открываю дверь. А их вот, блядь, буквально надо, как, сука, гороху насеяно. Красивые? Да, нормальные девки, все, блядь. Короче, это, одна хватается вот так за дверь и бежит, блядь, каблучар вот такие вот эти лабутены хуевые. Короче, она бежит на этой хуйне и орет, блядь. Пан $1 хуй ням-ням, блядь. Я там, сука, кишки порвал, я сижу, блядь, надрываюсь, нахуй. Ржу не могу, блядь. Вот что-то светится, блядь. А вот, блядь, весной, зимой, блядь, едешь. Ебать, она стоит, эта курточка на ней, блядь, которая еле-еле до пупа она ее дотягивает. И юбка, блядь, через которую трусы, видать, уже, блядь. И как она, думает, целый день тут стоит на этом, блядь, морозе, ебан, ветер, нахуй, стоит, блядь. Ну, видать, замерзнет, пойдет в машину, погреется. Сейчас уже все меньше, меньше, блядь. Даже на стоянке. Как вот раньше было, на стоянку, блядь, становишься. Ебать, стучат, нахуй. Кстати, я в этом, в Братске, блядь, стоял на стоянке. 2 часа ночи я сплю, лежу, бах, тарабанит кто-то, блядь. Кто там, что, ебано? Хуяк. Шторку отодвигаю, блядь, девка стоит, стекло опускаю. Ну, хуй, мало ли что, может спросить. Я говорю, чего тебе? Она говорит, отдохнуть не желает. Я говорю, ты ебанулась все время, сколько? Я уже отдыхаю давно, нахуй, еб. Нихуя ты меня разбудила, иди нахуй, говорю, отсюда, дурочка, ебаная. Ну, в Америке вот что плохо, единственное, там что недостаток, это сцепление, блядь. Сцепление в американской машине механическое. Просто механика, там, блядь, напрямую идет тяга на педаль, блядь, и выжимается, блядь, туго, пиздец. С непривычки. Нога левая, блядь, первое время гудит, блядь, я не знаю как. Фух. Доброе утро, друзья. Спал сегодня вот здесь, вот неподалеку от стоянки. Просто жара просто невыносимая, у водителя не работает кондиционер. До Хабаровска осталось еще 400 километров. Что сегодня наконец-то мы приедем. Это сейчас, блядь, хули стоит, он махает, хуй все навалили, нахуй. Хули, у кого камеры стоят, у кого, блядь, там, у самого воткнуть нечего, некуда, нахуй. Оно уже забито все, блядь. Да. Все по-разному уже, блядь. Когда по двое, блядь, вот они идешь на европейца, они вдвоем и машут, нахуй. Парень с девкой, допустим, блядь. Ёбаный в рот. Ну куда я вас на загривок посажу? За первого гаишника, ну. Что, блядь, не понимают, что ли? У них только вариант либо КамАЗа какого-нибудь, нахуй, либо американца, блядь, тормозить больше. И то в Америкосе тоже, блядь, пассажирская одна сидушка, нахуй, ёбаный в рот.
Только там на спальнике, блядь. А на спальник, блядь, лежа, ну не каждый водила пустит кого-то сюда ложиться. Конечно, Блядь. конечно. Я раз двух телок взял, еду, блядь, там, с Новосиба, отъезжает, еще по старой дороге ездили, перед Коченевым, стоят, он спалил, хуяк тормозит, понял, заскакивает на подножку и прямо со стекла, сразу фотает, понял. Фига себе. Я говорю, да я не отрицаю, не отрицаю, ёбаный. Не отмазался бы. Я говорю, ты чё, блядь? Ты охуел, нахуй ты их двоих везёт, блядь. Ну, блядь, стояли, две попросились. Записал нахуй. Ну, пусть, говорит, теперь отрабатывают. Я говорю, да, конечно, куда им теперь деваться? Бушку ты? Ну, так вот, по-нормальному Да. поговорили с ним. С сахаром? Да, без разницы. Нет, ты говори, не стесняйся. Да, с одним сахарочком можно. Держи кофе тебе. А ты где ночевал? Держи. Да вот здесь, на трассе неподалеку. На той стороне? Да, он там вот. Ну, возле деревни, короче, здесь. Так, а что тебе под бокал? Бокала нет уже. У меня есть бокал, доставать, правда, надо. Да, тут тебе на полстакана хватит. Один с Москвы, то ли он с Москвы, она с Питера, то ли наоборот. Поэтому по интернету словились. Вагон ушел по назначению, блядь. А им сказали, хули. Бля. Нихуя себе, кабеля что-то задавил. Да? На Хабаровск тоже едет, да? Он, да, он прям по бару едет. Мгм. Сейчас здесь до родника там, может, до Капушки с ним дойдет, Мгм. а там потом сами по себе доедем. Там, говорит, блядь, мудреные развязки нахуй на Хабару. Да? Так что, говорит, лучше, блядь, если не был, нахуй, кого-нибудь тормозни, за кем пристройся. Там поближе подъезжать будем к Хабаре, блядь. В рацию поорем, кто идет на ватик, нахуй. Прилепимся, вон новенькая, блядь. Такой вот хозяйство купить. Грузовичок пригодился. Японская, да, какая-то? Ну, Часто такие вижу здесь, в этих краях. какая-нибудь маздочка, блядь. Нет, Тойота. Больше ничего за душой не было. И сейчас эти, блядь, правители, ебаные, тут возьми. Все, сука, миллиардеры ебаные. Да. Ну, ты нажрался, ты дай людям-то хоть чуть-чуть пожрать. У нас, говорит, в России проблема, блядь, не в том, что, блядь, когда голодным жрать дадут, а в том, что, блядь, когда сытые нажрутся. С какого года, вот, получается, вы уже водите фуры? С 83-го. 73-го. У меня трудовая книжка вся исписана. Устроишься, блядь, полгода заработаешь, хуяк, организация закрылась. Ну, попал в такое время, блядь, как раз расцвет перестройки. Организации, блядь, лопались как пыльные пузыри, блядь. Частники, новые русские, блядь. Поработал у него, поработал.
завтра приходишь, нахуй, безо всяких объяснений, блядь. А все, вот решил, нахуй, другим бизнесом заняться. Приходишь, машину продано, нахуй. Горбачев, вот, или Андропов еще был, не помню. Ну, короче, уже зарплата, все это, блядь, попадало, 240, что ли, 220 рублей. Я в бухгалтерию прихожу, говорю, вы что, пошутили, что ли? А что за зарплата? Они говорят, все, Анатолий, отошли те времена, нахуй. У нас приказ. Здесь раньше дорога была без асфальта, болото. Чисто впереди. Ладно, поедим. Новые тачки, да? Да нет, старый. Скорее всего, даже утопленник, видишь, шланги все оторвано, нахуй. Утопленник. Завязано сюда, блядь. Ну, если в подтеках каких-то. Они даже распил, смотри, она на болты собрана, нахуй. Вот целая, блядь. Это распил, блядь. Их распиливают, нахуй, пополам. Привозят сюда. Как запчасти. А тут их обратно состыковывают, нахуй, сваривают и продают как новые. Неплохо. Лифта распил, блядь, лифта распил, нахуй. Видишь, они все, блядь, у кого шланги подвязаны, все распил. Что, поехали лучше куда-нибудь, может, где-нибудь попадет в стоянку, в комнату. Станем там, блядь, не постоим. Блядь. На телефоне включаю там. Ну, однако фонарик все равно с собой присутствует, мало ли что. Ебать, сапту, аж горячий воздух. Охуеть. Электричка пустая едет.
Амур. Большая. Да. Хера себе. Че это было? А? Че это было? Стык. А. Давай, аккуратнее. Ага. Все, счастливо. Друзья, я в Хабаровске. Бля. Короче. Вот я и в Хабаровске. Иду искать свой хостел. Надо помыться, постираться. И завтра я выдвигаюсь во Владивосток.